Исторические факты выявляются на основании исторических источников. Самыми информативными из них являются письменные. Древнерусский период не богат таковыми, так как большая часть их погибла во время монголо-татарского нашествия. Древнерусские города часто горели, так как основной материал, из которого были построены практически все городские здания, было дерево, так легко поддающееся огню. Но кое-что все-таки осталось, и в первую очередь это летописи. При дворе каждого князя был свой летописец, искусный в книгах и слове человек, который записывал текущие события в своеобразный дневник, продолжая предшествующего ему летописца. Начиная новую летопись, автор переписывал летописи за предыдущий период, а уже потом, когда доходил до своего времени, начинал записывать современные ему события, таким образом продолжая предыдущих летописцев. При переписывании старых летописей он сводил их данные воедино. Так получался летописный свод. Летописи часто переписывались. Они были излюбленным чтением богатых и образованных русичей. Копии летописей назывались списками, так как текст их копировался или, как тогда говорили, списывался переписчиками. Нередко летописец в процессе копирования делал поправки, вносил изменения, вписывал новый текст. Списки, имеющие характерные отличия от летописи, с которой делались копии, называются редакциями. А летопись, которая легла в основу всех последующих копий, своеобразная праматерь всех списков, называется протографом. Одной из древнейших русских летописей является повесть временных лет. Она написана или закончена Нестором-летописцем в 1113 году. В основе ее лежит несколько предыдущих летописей. Эта летопись сохранилась в составе других летописей более позднего времени. Самой древнейшей рукописью, содержащей летописный свод, является Лаврентьевская летопись. Она датируется 1377 годом. Другой древней рукописью является Ипатьевская летопись, датируемая началом XV века. Все имеющиеся летописи бережно хранятся в музеях, архивах и национальных библиотеках. Почти все они изучены и опубликованы, но некоторые из них остаются еще неизвестными широкому кругу читателей, пылясь на архивных полках.